Здравствуйте, дорогие товарищи! Только что мне сообщили, что мне удалось достигнуть некоторого внешнего сходства с Владимиром Кирилловым, знаменитым советским диктором, ведущим программы «Время». Конечно, голос у меня не такой обаятельный, как у диктора Кириллова, но хоть очечки похожи, и галстучек тоже. Тем более, что я его поправил. Итак, сейчас, 4-й эпизод видеоэпопеи «Популярная советология». В предыдущей 3-й серии я закончил на рассказе о комсомоле. Комсомол, старшие классы, и тогдашнее комсомольское идеологическое воспитание. И я подумал, что прежде чем мы займемся какими-то деталями советской жизни, образованием, культурой и так далее, надо, наверное, подтянуть базу, как теперь любят говорить. А база – это некие основополагающие принципы жизни в Советском Союзе. И сегодняшняя серия посвящена идеологии. Я ее так и назвал, очень так по-марксистско-ленински, «Основы советской идеологии». Идеология эта, надо сказать, была очень важна для советского народа и не то чтобы во всем, но во многом определяла его жизнь. Начнем с того, что называется философией. В основе советской философии лежало учение Карла Маркса. Карл Маркс был иностранец, еврей к тому же, жил преимущественно в середине XIX века, сначала в Германии, где родился, потом в Англии, где умер. И написал Карл Маркс 2 основополагающие книги. Одна называлась «Капитал». Это была такая толстая книженция, преимущественно экономического характера. А вторая книга называлась «Манифест». «Манифест коммунистической партии». Это уже была книга политическая. Вкратце, естественно, не вдаваясь ни в какие философские подробности, в чем состояло учение марксизма. Состояло оно в том, в первую очередь, что все развитие человеческой цивилизации определяется классовой борьбой. То есть общество всегда издавна было разделено на классы, начиная с рабовладельческого общества, где были с одной стороны рабовладельцы, все эти патриции пресловутые, а с другой стороны рабы, в том числе гладиаторы, рабыни и так далее. И между рабами с одной стороны и патрициями с другой стороны существовал некоторый антагонизм, поскольку рабовладельцы угнетали рабов, а рабы, естественно, бунтовали, в результате чего рабовладельческие империи постепенно разрушались. На смену рабовладельческому строю пришел строй феодальный. Это нам уже чуточку более понятно, поскольку там были дворяне, бояре, цари и так далее с одной стороны, и угнетенные крестьяне, а также некоторое количество городских ремесленников с другой стороны. И между ними тоже, разумеется, шла борьба. В недрах строя феодального вызревал капиталистический строй, то есть появлялись там всякие купцы, торговцы, производственники, так сказать, которым очень мешал феодальный строй со всеми привилегиями этих самых феодалов, и поэтому стали уже в середине 2-го тысячелетия, в 17-18 веке стали происходить буржуазные революции в Англии, Франции, Германии и так далее. В России, в общем-то, до поры до времени буржуазных революций не было, поскольку буржуазия была крайне слаба. Монархия, напротив, весьма и весьма
сильна. Ну, примерно как сейчас. Так что, кстати говоря, все разговоры о том, что сейчас в России существует такой новый феодализм, они на самом деле не лишены оснований, в том числе и с чисто марксистской точки зрения. В цивилизованном мире капиталисты одержали верх над какими-то, значит, царями, монархами, князьями и графьями, и установился строй капиталистический. При капиталистическом строе, естественно, верховодили вот эти самые гнусные капиталисты, то есть люди, у которых были деньги, у которых были так называемые средства производства, и угнетали они, естественно, рабочий класс. Крестьянство к тому времени уже было не таким многочисленным и в политическом отношении не таким зрелым, как рабочий класс. Вот, то есть свой революционный потенциал крестьянство уже как бы израсходовало, а рабочий класс как раз это была ведущая революционная сила, которая должна была сделать что? Ну, естественно, смести нафиг капиталистический строй и вместо него построить сначала социализм, как такую промежуточную стадию, а потом и коммунизм. Коммунизм – это цель человечества, это, значит, то, что можно считать по Марксу венцом творения вообще человеческой цивилизации. Кстати говоря, любопытно, об этом практически никогда не говорили советские идеологи. Я, по крайней мере, даже изредка посещая лекции в университете марксизма-ленинизма, который я закончил, кстати говоря, уже после окончания института, да, и легко сдал экзамен, там ничего не говорили о том, что, согласно Марксу, коммунизм – это на самом деле не столько цель, сколько средство, а целью является, сейчас вы очень удивитесь, создание нового человека. То есть коммунистическое общество, абсолютно справедливое, должно было привести к тому, что что-то изменилось бы, собственно, в человеческой природе, и сами люди стали бы лучше. То есть я так думаю, что Маркс на самом деле подозревал то, что мы и так все прекрасно знаем, что, в общем-то, человеческая природа сильно несовершенна, и все вот эти вот потуги создать идеальное общество, они на самом деле заведомо обречены на провал. Важнейшее отличие идеологии советской от идеологии путинской заключается в том, что советская коммунистическая идеология, она вся была про будущее. То есть мы устремлены в будущее. У нас есть мечта, эта мечта будет выполняться, и мы всех опередим. От этого, кстати, было такое увлечение космосом, да, потому что космос – это будущее. Из-за этого был такой культ молодежи, вот все эти комсомольские стройки, все вот эти вот рассказы о том, что новое поколение советских людей будет жить, ну, или при коммунизме, или, по крайней мере, совсем не так, как мы живем сейчас, и так далее. В этой одержимости будущим, конечно же, было свое обаяние, было какое-то успокоение, скажем, что мы сейчас вот так вот хреново влачим свое существование ради того, чтобы наши дети жили лучше, уж им-то точно будет хорошо, даже если не будет коммунизма. В противоположность этому сейчас в путинской РФ все обращено в прошлое, то есть прошлые победы, прошлое достижения, прошлое традиционные так называемые ценности и прочее, прочее. О будущем не говорится вообще, то есть этого будущего просто нет. Ну и, в общем-то, до некоторой степени это даже честно, потому что будущего у путинской идеологии, путинского образа жизни нет вообще, и это абсолютно точно. Значит, это были основы марксистской философии, которую до некоторой степени припудрили какими-то философскими трудами Ленина,
типа материализм и империокритицизм, государство и революция и так далее. Но, в общем-то, надо сказать, по сравнению с началом XX века, когда марксизм был актуален, тем более он превратился еще в марксизм-ленинизм, так называемый. Так вот, после этого, естественно, в человеческой цивилизации произошли очень серьезные перемены, о которых ни Маркс, ни даже Ленин даже не подозревали. Тут можно много привести примеров. Начнем, скажем, с рабочего класса. Маркс и Ленин, естественно, абсолютно обожествляли этот самый рабочий класс. Он был передовой, революционный. Понятное дело, что уже во второй половине XX века рабочий класс свой революционный потенциал напрочь утратил. Во-первых, рабочих стало меньше, так же, как когда-то крестьян стало меньше. То есть значительная часть рабочих перетекла из заводов и фабрик в, там, скажем, в сферу услуг, там всяческий этот сервис там, и так далее. Кроме того, рабочие стали весьма и весьма конформными, то есть зависят от работодателей, от капиталистов и так далее. И, в общем, никакие они уже стали не бунтовщики, и лозунги типа «пролетарии всех стран, соединяйтесь», в общем-то, актуальность свою утратили. Кроме того, появились и многие другие вещи, которых раньше не было. Ну, скажем, глобализация, ну, скажем, постиндустриальное общество, не буду объяснять, что это такое, информационное общество. Мир изменился очень и очень существенно по сравнению с тем миром, на основании которого свои теории выставляли Маркс, Энгельс, Ленин и другие классические коммунистические мыслители. Однако в Советском Союзе все это было совершенно неведомо. То есть и преподавали, и исповедовали вот этот самый классический, сугубо несовременный марксизм. Были, конечно, всякие так называемые ревизионисты, там, в частности, еврокоммунисты, какие-то там леваки, ультралевые и так далее, но с ними в Советском Союзе велась борьба. Они считались предателями вечно верного марксистско-ленинского учения, и, соответственно, значит, все их тезисы полностью отвергались советской философской догмой. И таким образом все их такие вольнодумские, хотя и марксистские, левые тезисы тотально отвергались догматиками из Коммунистической партии Советского Союза. К чему это привело? В следующем эпизоде. Вы смотрите популярную советологию, сокращенно «Поп-совет», ведет курс лекций Артемий Троицкий, то есть я.